Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы с Украины. Пока все забавляются темой Тимошенко, не той, а другого, хочу просто отвлечься для более ширшего кругозору мыслей. Ладно, скажу про Кирюшу два слова тезисно. Начну с того, что о те каракули, которые он пририсовал в конце заявления, то совсем не сердце, то трошки другой уран. Врачи-анатомисты меня поймут и поддержат. Привел его в АПУ Богдан, который Ермаку как кость в горле. Толстая, говорливая кость. Это тот самый Тимошенко, которого окрестили лицом года в АПе. И да, теперь офис Ермака ходит без лица совсем, увы, обезличенный. В будущем, потом когда-нибудь, в 95-м квартале какого-нибудь года, нам обещают вопросы от правоохранительных органов Кирюше, если не уедет жить в Лондон, конечно. А за что? Есть. Да, сейчас все зеленые паблики раскричались, какой у нас хороший президент, все видит, все слышит, на все успевает реагировать, но на самом деле все гораздо проще. Сопоставьте просто два факта. Упертость в невыдаче нам помощи Западом, факт красиво оформленного заявления лицом года, добро от Америки на Абрамсы, окончание трений по поводу леопардов, и многое встанет на свои места самостоятельно. Кстати, представляете, сколько тонн денег Кирюша ворочал, если аж вот так вопрос встал? Не представляете? Я как бы тоже, но вот пара фактов. Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 миллиарда гривен. Больше, чем любой другой регион в Украине. Большую часть этих денег получила компания Будинвест Инжиниринг, совладелица которой тесно связана с Резниченко. Тимошенко использовал в качестве служебного автомобиля Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей. Параллельно с этим ездил на автомобиле Porsche 2021 года стоимостью $100 тысяч и пиарился в эфире государственного телеканала «Рада», который и координировал от власти. «Кто что охраняет, тот то и имеет». Вечная фраза. Кирилл Тимошенко до 24.02 был одним из кураторов программы «Велике крадівництво», и поскольку в «Слуги народа» предполагают, что у НАБУ рано или поздно могут быть процессуальные вопросы и к самому Тимошенко, на Банковой решили сыграть на опережение и с этой стороны. Также Тимошенко занимался вопросом гуманитарной помощи в регионах. В конце лета 2022 года НАБУ совместно со Службой безопасности Украины провели масштабные обыски в Запорожье, в частности в областной администрации, которую возглавляет Старух, в рамках производства и хищений гуманитарной помощи. Тогда оперативники изъяли более $230 тысяч и более $500 000 гривен наличных денег. Куда тут ставить штампы-то? И что? А ничего, это называется «концы в воду». Кирюша плакать будет недолго, пристроится куда-то. Да и Бубочка в норме, а уж Ермак так вообще счастлив. Новым заместителем Ермака и ответственным за региональную политику станет Алексей Кулеба, уже бывший теперь глава Киевской ОГА. В 2019 году Кулеба был назначен главой Департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации именно по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента. А уж как счастлив будет электорат! Справедливость восторжествовала, царь прекрасен, Нефтик продолжает радовать новым контентом каждый день, носит красивую футболку и небритость, снова обещает посадки и, тщательно разобравшись, наказать кого попало, все в стиле совка, как и планировалось и как и хотелось. А вот ваш Порошенко... Вот даже ради этого только нужно было уходить от России как можно раньше и как можно дальше, чтобы эти имперско-совковые традиции ведения государственных дел и вообще мышления ушли в прошлое. Не могу я так больше. Этот стыд, постоянный стыд, постоянное ожидание оплеухи. Зачем еще нужен уход от России? Какая практическая еще польза от такого вектора движения? Да хотя бы для нормального знакомства с соседями. Так называемая РФА долго заполняла собой инфополе, слишком долго. Да и не только наше. Не может здоровенное образование размером с полконтинента не привлекать к себе внимание. Пусть и само по себе бестолковое, но слишком много его. Если перефразировать классику, у России тоже бывают чувства. Особенно чувство голода. А если без нее?
Украина не просто так находится на стыке миров и цивилизаций. Просто из-за войны с 2014 года все как мантру повторяют: врата Европы, врата Европы, врата Европы. Окей, врата так врата, но на границе с кем? Не одна Россия все-таки в мире есть, надо понимать. Увы, изучать будем в режиме реального времени и с опозданием. Стык по политическим моделям в плане культуры. Насчет религии вообще молчу, а в центре этого асгилиата мы с вами. Звучит? Да. Но роль проводника мы не тянем, бо сами дорогу не знаем. Начнем с того, что у нас Турцию всегда по одному мужику знают. В нулевых Таркан, сейчас Эрдоган. Нормально? Не сказал бы. А ведь это сосед по Черному морю. Если бы Венгрия не творила юхню, мы бы и ее судьбой не интересовались. Словакия имеет с нами совсем небольшой участок общей границы. Благодаря этому ролику кто-то узнает, что этот участок вообще существует. И с Молдовой весело. Общая граница длиннее, чем с Белоруссией. При этом бреднями Луки у нас народ обмазывался куда активнее. Дадон восторга не вызывал, хотя Лугаба и сам тот еще Дадон. А как насчет Румынии? Как-то не очень, здесь я оплошал. Тоже зря. 614 километров общей границы располагают к общению. Хорошо, хоть Польшу все знают. В 90-х туда утюги, сейчас оттуда все, а туда семьи. Уже легче будет дальше. Не хочу отмазывать наше древнее божество Мох. Сам так жил до поры. Не было нужды соваться, а сейчас-то есть. Только изучать старых соседей нам предстоит абсолютно заново. Что поделать? Другого соседа было слишком много. Что ж, теперь его станет как минимум поменьше, а если правильно додавим, со временем не станет вовсе. Старую шутку вспомнил. Положа руку на печень, которая медленно, но уверенно выдавливает из организма другие органы. Если так угодно, Россия – пропитая печень. Хорошо, когда она целенькая и здоровая, в рамках здравого организма несет какую-то пользу. Гру с дно, когда она уже окочурилась, разлагается в организме, еще и тянется к уцелевшим частям тела изнутри. К счастью, аналогия с хирургией на фразе и заканчивается, ведь организму сложно жить без печени. Зато странам без России лучше некуда. И мы таки изучим соседей. Зная свой народ, могу уверенно заявить: да, это так. Через 10-15 лет политический срач будет подразумевать, что из разных углов комнаты летят фразы: «Ах ты, турецкая постилка!» и «Сам ты польский куколд». При этом собеседники проукраинские. Оба. Долго не выходили из песочницы просто. Теперь она вознеслась в прямом смысле слова. До получения безвиза мы были закрыты для мира. Не мудрено, что прикипели к России. Жить в изоляции не умеем, привычки всегда сильные, а без разумной альтернативы искали хоть что-то извне, чтобы окончательно не поехать кукухой. Пророссийских политиков это не касается. Лишь народной мудрости, то есть. Хотя, что теперь на руках? Безвиз есть, соседи есть крепкие, кроме Венгрии. С тюрками придется бодаться потом, но в целом пока норм. Если удачно снести режим Лукашенко в Белоруссии, старая карта зацветет новыми потоками и маршрутами. Альтернатива есть, Россия больше не нужна. После отражения вторжения и подавно. А знаете возраст Таркана? 50. На месте Эрдогана я бы выборы проводил все осторожнее, а то абу его знает. Бывает всякое. Ну, не КВНщик, конечно, не 95-й квартал, но свой же парень в доску. Отрастит небритость, наденет футболочку, сыграет на пианине опять же. После войны наш атлас лишь начнет появляться. Готовим карандаши, а оптимисты — ручки. Ну і в завершення. Речник командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів, тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки особового складу. Цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури. Тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоб наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше. Вот теперь можно сказать, что и тема самолетов зашевелилась. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і придивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.